Привет, ребята! Смотрите, как нарисовать кавайного снеговичка. В этом видео мы рисуем вот такого вот веселого, доброго, милого кавайного снеговичка. Я буду рисовать голову снеговика, а вы, пожалуйста, повторяйте за мной все движения. И тогда у вас все то же самое получится. Это будет его голова. Дальше я поведу туловище. Оно примерно вот по центру будет у нас самая нижняя точка. И вот отсюда я начинаю вести линию вниз, чтобы соединиться с вот этой. И я продолжу дальше вот такую же линию к голове. Вот примерно вот так вот я хочу. Значит, я здесь сделаю указатель поворота вот такой, а тут соединю. Все, вот получился контур нашего снеговика, его туловища. Дорисую ему руки. Это такие руки из веточек. Вот. Глазки. Нарисую ему глазки. И улыбку. Такой милый кавайный снеговичок получился. Но на этом рисунок наш не заканчивается. Этот снеговик необычный. Это подарочный снеговик. Поэтому мы дальше нарисуем подставочку подарка. Вот такую. Немножко поворотик сделаем вот тут у подставочки. Вот такой. Дальше соединим эти две линии. Еще один небольшой поворотик такой. Вот так. И нам осталось завершить это соединение. Для чего же эта подставочка? А подставочка эта нужна для большого стеклянного шарика, в котором находится наш снеговичок. Поэтому я показываю направление, где будет вершина шарика. Вот тут. И поведу вот такую полукруглую линию к подставке. А чтобы не запутаться, я укажу на своем пути еще одну указательную точечку. Вот такую. И теперь я могу соединить с указателем один. И уже дальше у меня указатель это вот так. Видите? Вот
Если вы будете повторять, ребята, за мной, у вас точно так же все обязательно получится. Теперь мы помним, где у нас был указатель. Примерно ровную линию ведем в сторону. И ставим еще один указатель. Ставим его на небольшом расстоянии от того, где закончилась наша веточка от руки. То есть примерно одинаково. Смотрим. Ага, ну примерно одинаково. И ставим указатель. Этот указатель будет нам показывать вот такой поворот. Мы сможем совершить вот такой поворот. И также отсюда. Вот теперь наш рисунок завершен. Мы нарисовали снеговичка, который находится внутри стеклянного шарика, выглядит и стоит на подставочке. Это подарок. А следующим шагом мы его раскрасим. Я взял коричневый карандаш, и моя подставка будет коричневого цвета. Вот такого цвета получилась у меня подставка. Дальше я бы хотел нарисовать небо, которое в снегу находится наш снеговичок. Поэтому я определю его границы снега, нарисую вот примерно так. Мой снеговичок в снегу. Несколько снежинок падающих. Снежинки будут белыми, все остальное будет такого голубого цвета. Вот такой подарочный рисунок у нас получился. Ребята, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, мы будем рисовать много разных интересных рисунков. Ставьте лайки, не забывайте поделиться со своими друзьями. Всем пока!